Всем привет! Совсем недавно знаменитая в узких кругах компания Fitbit представила достаточно интересный новый фитнес-трекер, получивший название Fitbit Luxe. Ждать его на прилавках пришлось недолго. Дело в том, что он сразу же стал доступен для предварительного заказа по цене всего $150. Сразу же все скажут, что за браслет $150 это очень много. А я вам скажу, что мы получаем очень модный аксессуар, который легко может заменить модные браслеты знаменитых брендов. А также мы получаем отличные технические характеристики самого гаджета. Основные фишки браслета Fitbit Luxe — это почти профессиональный пульсоксиметр, а также с помощью браслета можно отслеживать стресс, уровень активности, сон, дыхание и даже температуру кожи. Отличный дисплей также мы получаем, выполненный по технологии OLED и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Что немаловажно, корпус браслета выполнен из нержавеющей стали. Данная сталь проявляет устойчивость к воздействию активных химических веществ. Браслет выдерживает случайный контакт с моющими средствами, бытовыми и пищевыми кислотами, что является большим плюсом. Сталь не взаимодействует с кожей, не окисляется, поэтому не оставляет темных пятен на ней. Новинка в лице Fitbit Luxe доступна в золотом, черном и серебристом цветах, с белым, черным и розовым ремешком соответственно. Итак, как я и говорил ранее, браслет является произведением искусства. Производитель позиционирует Fitbit Luxe не только как фитнес-браслет, но и как модный аксессуар. И действительно он чертовски красив. Размеры браслета: длина 36, ширина 17, толщина 10,2 мм. Fitbit Luxe оснащен цветным дисплеем AMOLED с закругленными краями. А это нам дает меньше потребляемой энергии. Черный цвет означает, что на пиксель вовсе не попадает напряжение. Очень хорошее рассеивание света, что позволяет значительно расширить угол видимости. Большая насыщенность цветов. Экран покрыт 2,5D стеклом. Дисплей может автоматически регулировать яркость. Поскольку это фитнес-трекер, он получил традиционные функции, связанные со здоровьем и спортом. Носимое устройство оснащено функцией минуты активной зоны, которая помогает вам считать каждую минуту во время тренировки. Есть датчик частоты сердечных сокращений. Браслет измеряет пульс благодаря методу фотоплетизмографии. Свет, исходящий из датчиков в устройстве, попадает на кожу. Большая ее часть поглощается тканями тела, другая отражается. Благодаря зеленым светодиодам часы могут измерять объем крови, проходящий через запястье в каждый момент времени. Данное измерение работает в режиме 24/7. Что немаловажно, в наше время имеется датчик насыщения крови кислородом. Как это все работает? Светодиоды излучают свет, а фотодетектор измеряет количество света. Только не поглощенного, а отраженного. И вычисляет сатурацию. Важное отличие умного браслета от пульсоксиметров — место крепления. Если медицинские приборы для измерения кислорода надеваются преимущественно на палец и реже на стопу или мочку уха, то умные часы измеряют кислород там, где находится, то есть на запястье, что является большим плюсом. Имеется функция измерения пройденного расстояния и темпа в реальном времени. Fitbit Luxe поддерживает 20 различных видеоупражнений. При этом браслет может автоматически распознавать тренировку. Компания Fitbit также добавила поддержку отслеживания менструального цикла, которую вы можете использовать для записи периодов контроля овуляции и многого другого. Есть функция отслеживания качества и продолжительности сна. Напоминаю, сон состоит из последовательно сменяемых фаз: быстрый сон и медленный, или глубокий, который включает 3 цикла. Человек проходит все фазы по несколько раз за ночь. В фазе глубокого сна человек перестает двигаться, а пульс замедляется и становится монотонным. В фазе быстрого сна учащается дыхание и повышается частота сердечных сокращений и давления. И все
это мы можем контролировать с помощью всего лишь одного браслета. Есть инструменты управления стрессом, выравнивания дыхания и многое другое. Производитель заявляет, что Fitbit Lux обеспечивает 5-дневное время работы без подзарядки. В продаже есть различные ремешки по цене от 30 до $100. Есть эксклюзивная версия Fitbit Lux Горжана за $200. Тут уже, да, на мой взгляд, дороговато, но это Fitbit. Браслет измеряет температуру кожи с помощью высокоточного датчика температуры. Эта функция может быть полезна во время тренировки или в то время, когда у вас поднимается температура. Однако, естественно, могут быть неточности, поскольку это не медицинское устройство. Измерение температуры тела в основном используется для отслеживания изменений температуры кожи запястья у здоровых людей старше 18 лет и после физических упражнений. Все покупатели получат 6 месяцев премиум подписки Fitbit, чтобы получать больше персонализированных рекомендаций и отчетов. Стоит подписка $10 в месяц. Есть поддержка iOS и Android, а также технологии Google быстрая пара. Модуль GPS, к сожалению, тут отсутствует, как и Fitbit Pay, и элементов управления Spotify тут нет. Ну что же, ребята, на мой взгляд, Fitbit Lux это в первую очередь очень и очень красивый браслет, который могут покупать те люди, кому не важна начинка. Но хочу заметить, что у данного браслета начинка на достаточно хорошем уровне. Можно сказать, что это смарт-часы только в виде браслета, что является большим плюсом. Ну, скажите, что тут нет? На мой взгляд, нет только приложений, которые вы можете установить на примеры в некоторых смарт-часах. Например, у компании Huawei до сих пор нет магазина приложений. То есть все, что они придумали в своих часах, используйте. То же самое и тут. Все, что придумала компания Fitbit, на мой взгляд, является достаточно неплохим набором в наше время, на 2021 год. Но самое главное, конечно же, Fitbit Lux это очень и очень модный аксессуар, потому что он выглядит просто восхитительно. И я уверен, что если вы будете идти на улице и кто-то посмотрит на вашу руку и увидит Fitbit Lux браслет данный, то он сразу скажет: о, какой красивый браслет, это вам не Xiaomi Mi Band. Даже 6, вы видели 6 Mi Band? Это просто ужасный браслет по внешнему виду. То есть вот эта вот псевдо-безрамочность меня вообще никак не восхищает. Ну что же, ждем товарный обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.